Друзья, всем привет! В этом видео покажу, как из вот такой доски легко и просто сделать вот такую. А начну, пожалуй, с героя сегодняшнего видео. Это фуговальный рейсмусовый станок GIB 250A. Кто-то как раз недавно в моем телеграм-канале спрашивал про этот станок и просил делать обзор. Значит, в телеграм-канале я уже на нем поработал, так что переходите, подписывайтесь на всякий случай. И, собственно, вот вам и обзор. Распаковал и испытал его еще осенью, когда строил хозблок. Равнял доски по ширине для обвязки. Комплектация станка вполне стандартная. Это сам станок со всеми штучками, такими как параллельный упор, защита режущего вала, коллектор для систем пылеудаления, толкатели для безопасной работы, когтевая защита. Один комплект ножей установлен сразу на валу. Вал диаметром 50 мм, с ножами 258 на 22 мм. Толщина ножей 2 мм. Можно обрабатывать заготовки шириной до 252 мм. Двигатель мощностью в 1,5 кВт позволит снимать до 2,5 мм по всей ширине при фуговании, а при рейсмусовании до 2 мм. В рейсмус поместятся заготовки от 5 до 120 мм. Я в основном планирую пользоваться рейсмусом, но иногда нужен и фуговальный станок, поэтому для меня это отличный универсальный выбор. Работал на таком станке первый раз, и очень понравилось, что почти ничего не пришлось настраивать, просто все прикрутил и погнал работать. 6-метровые доски строгаются легко, хоть и приходится немного побегать. Можно дополнительно сделать приемные столики, и тогда вообще хорошо. После стройки дома осталась нестроганная доска, дюймовка, 25 на 100. И я понимаю, что если ее никуда не применить, то ей станет совсем плохо. Поэтому решил попробовать заготовить планкен для отделки фасада дома. В основном размер досок там не будет превышать 2 метров, поэтому из одной 6-метровой доски делаю 3 2-метровых. Затем настраиваю рейсмус на необходимую толщину. Строгать буду с 4 сторон. Снимать буду по пару миллиметров, и на выходе получим строганную доску 20 на 95. Посмотрите, какая красота! А чтобы сделать планкен из доски, я просто сниму фаску кромочной фрезой. Фрезер у меня был давно. Кстати, один из моих любимых инструментов, которым редко приходится пользоваться. Можно для этой операции взять простой сетевой фрезер и просто закрепить его к столу струбцинами. Результат будет тот же. И вот на выходе имеем готовый планкен, который можно покрыть маслом и монтировать на фасад. Сделаю в мастерской стеллажи и буду потихоньку заготавливать. А весной смонтирую фасад. Считай, сэкономил на покупке планкена и спас доску, которая второй год лежит в штабеле. Так что, друзья, вот такой помощник у меня появился в мастерской, работой которого я очень доволен. На всякий случай ссылку на него оставлю в описании под видео. А кому понравилось это видео, ставьте лайки, а в комментариях напишите, как вам такой станок и как вам результаты его работы. Также не забывайте подписаться на канал и подписывайтесь обязательно в телеграм-канал. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!